Итак, я недавно узнал, что, оказывается, искусственный интеллект уже давно умеет писать программы. И, естественно, мне тут же захотелось проверить, на что он способен. И я начал просить его насоздавать мне много прикольных и забавных штук. Типа вот этого, и вот этого, и вот этого, еще вот этого. И в конце концов я захотел кое-что особенное. То, чего до сих пор еще, наверное, никто не делал. Во всяком случае, в таком виде, как вы это сейчас увидите. Эту штуку я назвал RenPy визуализатор, который визуализирует визуальные новеллы, то есть сценарий к визуальным новеллам в визуальном виде, который видно визуально. Короче, как это работает? Программа запускается как обычная интернет-страница, просто в браузере. И если вы делаете свою визуальную новеллу или какой-то мод, то значит просто ее открываем, грузим свой сценарий, грузим свои ресурсы, ну то есть картинки и все, что у вас тут есть. Ну, можно без ресурсов, но с ресурсами красивее, понятное дело. Но вот если у вас нет своей визуальной новеллы, и вы хотите посмотреть на сценарий того же «Бесконечного лета», то сперва придется немного заморочиться. Значит, очень быстро показываю. Гуглим программу под названием Unren. Находим ее на очень интересном сайте под названием Zona F95. Скачиваем, быстро уходим отсюда, пока мамка не застукала. Кладем программу в папку с игрой, запускаем, жмем единичку, ожидаем. Возвращаемся, потом жмем двойку, ожидаем. Готово. Так, значит, теперь проверяем. Картинки у нас на месте. Да, сценарий у нас на месте. Вот эти файлы RPI нас интересуют. Они у нас на месте. Возвращаемся в наш визуализатор и скармливаем ему все это добро. Добра много, придется подождать. Так, кое-что у нас не распозналось. Файл не найден. Ну, ничего страшного. Теперь открываем любой файл сценария и смотрим. Значит, что мы тут, собственно, видим? Мы видим, что каждая строчка в нашем сценарии превратилась в отдельный блок, который соединен стрелочками с соседними блоками. Мы можем читать текст. Потом, если у нас загружены ресурсы, мы можем смотреть картиночки, слушать звуки. Дальше, если, например, нам не нужны конкретно звуки или еще что-нибудь, то у нас тут есть такая удобная штука под названием фильтры, где мы можем подключать все, что нам сейчас не надо. Да, мы можем двигать блоки. Вот так красиво двигать блоки. Можем выделить сразу несколько блоков мышкой или через Ctrl и тоже их двигать, если хотим. Мы можем, чтобы заполнить место, включить вторую панель, которая независимая от первой. Но главное, что я хотел здесь показать специально для всех фанатов Бесконечного лета, тут есть такая штука, как плагин. Плагин предназначен, грубо говоря, для одной конкретной игры, чтобы сделать красиво. Ну, то есть еще красивее. Ну, например, стандартная программа не поймет, что такое карта в совенке. Для нее это просто какая-то команда на питоне. Но если включить плагин, смотрите, какая прелесть. Каждое место, куда можно попасть на карте, теперь находится в своем отдельном столбике. И можно окинуть взглядом сразу все места, по которым Семен, например, ходил подписывать свой
обходной, да? Что там у него был обходной? Ну, если кому-то так смотреть неудобно, включаем, то есть выключаем самый последний фильтр, желтый, и смотрим все в один столбик, как обычно. Мы, кстати, можем по двойному клику с перехода, да, джампа, сразу попасть на нужную метку. Что еще мы можем? Мы можем нажать Alt-клик на джампе и подцепить к нему нужную метку. Ну, это то, что фильтр и так уже делает. Дальше, что еще? Вот, карточный турнир, если кому интересно, выглядит примерно вот так. Вообще, надо отдать должное авторам. В «Бесконечном лете» достаточно сложные ветвления. Раньше просто их трудно было вот так вот наглядно представить. Вот вам, например, развилка перед поисками Шурика, где на каждом варианте стоит проверка, хорошо ли Семен себя вел. Если плохо вел, значит пойдет один. Дальше на каждом варианте я тут даже карту лабиринта запилил, если что. Или вот, решающая развилка 5-го дня. И мы видим, по каким веткам можно пойти. Видим, какие именно условия должны выполняться. И куда мы пойдем, если они не выполняются. То есть, допустим, к Лене с Алисой мы не пошли, да? Тогда вскоре у нас будет второй выбор после первого. Короче, мне реально понравилось, как искусственный интеллект сумел все это сделать. Я целый день тут сидел, рассматривал все вот эти вот развилки и картинки, и как будто даже заново игру прошел, причем по всем развилкам одновременно. Будет ли полезно кому-то в разработке своих новелл или модов, не знаю. Надеюсь, что будет. Я, может, кое-что еще попробую в ней доработать. Можно ли из нее сделать редактор, чтобы можно было не только смотреть, но и редактировать и сохранять. В принципе, наверное, и такое можно сделать, но обещать ничего не могу. Тут от меня мало что зависит. Поэтому, как говорится, есть что есть, и на том спасибо. Значит, ссылка на программу будет в описании. Там еще один плагин совсем простенький лежит к 7 дням лета, к авторской версии. Ну, там чисто, чтобы картинки правильно показывались. Я особо там его даже не проверял, потому что я не хотел себе ничего наспойлерить. Ну, и на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.